Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на ближайшее будущее, что 100% исполнится в ближайшее будущее, в ближайшие 10 дней, в ближайший год, на тот промежуток, отрезок времени, который вам актуально. Посмотреть какие-то тенденции. Мы давно не делали именно таких прогностических раскладов, больше на отношения были, чистки у нас были, у нас диагностики на наличие негативного влияния. И сегодня я решил с вами немножечко пройтись по таким прогнозам. Да. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Будем работать сегодня с разными оракулами. Давайте начнем с того, что посмотрим, кто пришел на расклад, какая у вас в жизни такая ситуация, которая, может быть, вас и привела сюда, да, чтобы посмотреть на ближайшее будущее. То, что происходит в фоне, в вашем поле. Вот так посмотрим. У вас есть как минимум переживания. То есть сейчас вы переживаете либо за будущее свое, либо за будущее мужчины, либо за будущее вашего человека, любимого или просто близкого вам. Здесь еще есть такое некое поле, да, то есть может быть переживаете о своих возможностях на ближайшее будущее. Как минимум переживания есть, может быть находитесь в каком-то хмуром настроении, может быть какой-то негодяй вам испортил это настроение недавно, да. А вам и не стоит расстраиваться. Может быть, у вас просто меняется настроение, да, вот последнее время. То хмурое, то ясное. Знаете, как минимум вам хочется надеяться, что все будет хорошо. Но переживаете вы не просто так, потому что здесь все-таки переживание потом солнца, да, то есть это переживание для вас важное, да, то есть вы переживаете действительно по какому-то значимому для вас значимой для вас ситуации. Это не пустяк для вас. Солнце это уже, знаете, это божественные какие-то проявления все-таки. Поэтому это может быть все-таки больше переживания по какому-то мужчине. А если переживает мужчина, то он тоже достаточно серьезно переживает, да? Если вы мужчина смотрите с точки зрения. Да, действительно, переживания есть место по поводу того, что вы не знаете, как будет дальше. Да, здесь такой книга, да, обратите внимание. И не одна книга, еще и какие-то печати, да, какие-то, а еще есть какой-то шар тут, да. Может это просто ваза, но мне почему-то это шар, в который смотрит какой-нибудь прорицатель. Да, и даже я вот сегодня, видите, в правом верхнем углу у меня... Я в шаре, да, в кругу сделал такую аватарку свою, круглую, то есть... Круглая печать, да, круглый шар, круглая аватарка. То есть чего-то вы не знаете, вы чего-то беспокоитесь. И то беспокоитесь, то нет по какому-то вопросу. Да, действительно, много чего вы не знаете, много чего вы не понимаете. Но здесь, смотрите, вы долгое время уже изучаете какой-то вопрос с переменным успехом. То грустно, печально, то весело, хорошо, да, солнце. Продолжаете его... изучать этот вопрос, да, какую-то ситуацию в отношениях, там, на работе. И у вас постоянно печати какие-то, то есть появляются какие-то постепенно новые вопросы, да, и есть некое такое, знаете, вот ваша жизнь как некая череда переменных, и в этом уравнении, в этой жизни переменные постоянно, количество переменных постоянно меняется, да, то есть нельзя сказать, что это вот уравнение с одной переменной или с двумя переменными, а их тут и 3, и 4, то есть по ходу открываются какие-то нюансы, да. Еще у меня такое, знаете, есть ощущение немножко, что ваши отношения, они похожи на интригу, все время закручивающуюся и закручивающуюся, лихо закрученный сюжет и даже где-то какой-то триллер, да, который начинается с не пойми чего, потом вроде бы как все проясняется в жизни, или как бы вам что-то объясняют и говорят, да вот же, вот это вот выглядит так, и вы смотрите на это так, да, вроде бы как так выглядит, да, и потом выясняется, что это то, что вы увидели, это совсем не так, как вам преподнесли, да, вот такое вот, и как бы вам все больше и больше хочется погрузиться, вот знаете, вот есть такие книги, которые сразу вроде бы как бы и не очень нравятся, потом она засасывает, затягивает, и уже вы как бы в романе находитесь, да, и хочется дочитать до конца. Книга в любом случае в центре у вас, и вам нужно познавать что-то, то есть вы открываете для себя что-то с переменным успехом, давайте так скажем. Давайте посмотрим, что открываете. Открываете вы для себя косу.
Ну, смотрите, на самом деле коса, с одной стороны, это то, что нужно отсечь, да, то есть вы изучаете, нужно вам это продолжать или прекращать уже, да, ну, прекращай и все, и выходи там из отношений, например, или из процесса, да. Второй вариант, вы, может быть, хотите от чего-то избавиться, да, вот, например, вы изучаете метод борьбы там с плохими мыслями, или с плохим здоровьем, или с плохим настроением, да, или с плохими не очень удачными отношениями, или с тараканами, да. А они все время, тараканы, да, или мысли, да, они постоянно повторяются, и вам приходится, знаете, как, искать все время какой-то новый способ избавления от чего-то. Может быть, от навязчивой идеи, может быть, от беспокойства, от тревожных состояний, от состояний панических атак, к примеру, да. Ну, здесь может быть, да, переменные какие-то, и так далее. То есть вы ищете метод, как минимум, чтобы с чем-то попрощаться. Ну, а с другой стороны, вы ищете результат, коса это результат часто, да, поэтому вы изучаете, как чего-то добиться, получить, да, и прикладываете к этому усилия с переменным успехом. Иногда получается, иногда не очень, а иногда это приходится делать снова с новыми силами. Ну, такой интересный расклад пока. Ну и смотрите, здесь начиная с короля, да, начинаем с короля, заканчиваем королем. Эта карта очень благородная, эта карта очень такая неустойчивая, да. То есть, но и у вас есть божественное провидение некое, да, высшие силы Господа Бога, силы Ра, силы мужской энергии, силы вашей настойчивости, они, ведут вас туда, где в поисках результата вы будете вознаграждены, как минимум. Как минимум вознаграждены, и как минимум это благородный путь. По сути, у вас есть такой некий путь светлый. Это путь где-то, я вам так скажу, вот это дух, вот это где-то воин. Слышите, да, уже Карлосом Кастанедой чуть-чуть в атмосфере, да, такой привкус. Давайте я скажу, вы идете путем благородного человека, путем воина духа, давайте его так назовем, да. Это не то, что у Кастанеды, но вы просто идете вот ведомые силой некой, к какому-то результату. И по сути, у вас этот результат может быть. Смотрите, на что стоит сделать акценты. На то, что как вы умеете терять. Потому что коса это потери, это избавление. То есть здесь для того, чтобы что-то достичь, от чего-то стоит отказаться или что-то нужно потерять. Понимаете? С другой стороны, здесь такая ситуация, что нельзя падать духом вот этой вот картой. Вот она рядом, да, вот падение духа, тучи это, в минор уходить, да. Нельзя падать духом, то есть нужно продолжать. И можно и нужно, как-то, может быть, корректировать свой слайд, свои цели, свои намерения. То есть, если что-то не получается, вот именно так допускать какие-то варианты. Это вам идут такие подсказки чисто от меня, из моего потока, из моего фона. А вы поставьте на паузу, пожалуйста. И если вам идет мои подсказки, и на будущее вам от себя давать подсказку, как, может быть, где-то как мастера по Таро, или может быть как психолога, или может быть как знакомого, если вы меня так расцениваете, или как хорошего друга, да. Я стараюсь быть не врагом вам, да, во всяком случае. То есть мы сейчас посмотрим, к чему это, по мнению высших сил, да. А от меня, мои чувства, которые идут, я вам подсказываю. И смотрите, здесь это путь мужчины. Это для мужчин очень хороший расклад, где мужчина преодолевает постоянно трудности, учится. И путь женщины к мужчине через изучение чего-то и через умение отсекать что-то или пресекать какие-то моменты. И это путь женщины, которая тоже умеет добиваться, и мужчину в том числе. Сейчас можете кинуть в меня в комментариях чем-то тяжелым, сказать, это мужчина должен добиваться женщину. Нифига, мужчина вам ничего не должен. Здесь вот именно тот путь женщины, которая может, и ей бы лучше тут научиться добиваться. Возможно, добиваться каких-то своих целей и задач, а потом уже мужчины. Но она идет от одного мужчины и приходит совершенно другому мужчине. Поэтому ее путь, это может быть некий такой светлый путь трансформации, где что-то теряя, она что-то находит. Образно, да.
Давайте теперь получим некие подсказки от высших сил, друзья. Подсказки высших сил. Давайте посмотрим, почему вы сейчас волнуетесь. Как бы проверим ваше поле. И посмотрим, действительно ли обоснованы ваши волнения. Вот стоит ли вам волноваться вообще? Нужно ли вам волноваться? По любому вопросу. Как мужчине, так и женщине. По поводу там обучения, избавления. Может быть, какого-то военного человека, да, или служащего, значащего для вас человека. Может быть, по поводу той информации, которая вам должна открыться. По поводу чего-то хорошего, да. Стоит ли действительно волноваться? Потому что Солнце, оно говорит, да, волноваться приходится. Да, это не просто так вы волнуетесь. Ну или насколько эти волнения имеют почву под ногами. Да? Я бы вам так сказал, вам стоит поволноваться, да, но все равно в конечном итоге будет все хорошо. Поэтому почвы под ногами эта карта не имеет, это звезды. А вы, вот, я вам так скажу, вы сгущаете краски на самом деле. Вот здесь, в этом раскладе, ваши волнения, они беспочвенны. Хотя что-то вам говорит. Вот надо волноваться, вот нужно вот беспокоиться. Нету почвы, звезда, все будет хорошо. Да, эта ситуация, она может затягиваться. То есть волноваться можно только по поводу того, что это затянется. Это может быть на год, на целый, например, да, или до конца года. Вы сейчас смотрите в преддверии Нового года, поэтому в 10 дней это и может случиться. Но если вы уже смотрите после Нового года, то, к сожалению, это может затянуться и до конца года. Понимаете, да? То есть для тех, кто смотрит краткосрочный вопрос на 10 дней, то это может и закончиться в течение 10 дней. Вот то, по поводу чего вы волнуетесь, услышите. А если вы смотрите на долгосрочный прогноз, то это может растянуться на больше, чем до конца года. Услышали. Давайте посмотрим, а на что стоит рассчитывать хорошее, да, в каком аспекте в этой ситуации, вот что это может быть обещает, какие обещания могут действительно здесь сбыться, или что хорошее идет в связи с этим, что вы волнуетесь, да? Но вы что-то должны потерять, то, что вам действительно не нужно, оно должно уйти от вас. Я объясню почему. Карта достаточно плохая, поэтому на что хорошее стоит рассчитывать? На то, что из вашей жизни уйдет. Да, уйдет все нечистое. То есть вы избавляетесь как минимум от лишнего в своей жизни, в том числе и лишних людей, лишних вещей, лишних денег. Денег много не бывает. Они все равно, деньги это как атрибут на пути к цели. Значит, сейчас может быть будет какая-то коррекция цели, да, если деньги уходят. То есть вы избавляетесь от всего плохого, то, что не ваше, понимаете. То есть это всякого рода потери, крадники, порчи, ненужные плохие события, люди. Оно уходит у вас. Да, может быть каким-то не очень безболезненным путем, но оно уходит у вас. Окей. Ну и смотрите, кнут это наказание, а метла это очищение. Поэтому хорошее в том, что проясняется или появляется пространство, светлое пространство для нового, для постройки. Вот вы как будто бы купили себе участок и разгребаете на нем место для нового дома, для нового фундамента. А старая хибара, старые сараи, там забор и так далее. В общем, все, что сгнило, прогнило, все выкидывается. Окей? Давайте теперь посмотрим, что вам важно знать прямо сейчас. Вот она книга, и она как бы открывает знания. Видите, вот эта комбинация, да, она как бы откроет вам знания. А что вам важно знать сейчас? Что вам важно знать сейчас? Вам важно знать информацию о ребенке. И о чем-то, что произойдет внезапно. Какая-то внезапность события должно проясниться. Но
Если вы мама или отец, вам нужно позвонить сыну, дочери, наладить контакты с детьми, позаботиться о детях, поинтересоваться, помириться с детьми, съездить к детям, возможно. Да? То есть вам важно наладить связь с ребенком. Возможно, этот ребенок, он внутренний ваш ребенок. Да? И если у вас конфликт с внутренним ребенком, у вас есть проблема с чем-то из детства, может быть это травма, может быть это опять-таки отношения с мамой, с отцом и так далее, ну, явно проявленная или периодически всплывает, а здесь больше с отцом проблемы, как у мужчин, так и у женщин, то от этого лучше как бы избавиться, потому что вот смотрите, звезды это давно или не скоро, да? Метла это что-то отпустить, а это из детства, поэтому у вас что-то давно из детства, особенно с мужчиной связанное, вот эти вот карты, очень много мужского здесь, желательно прояснять. Вам об этом нужно думать. Это может касаться лично вас и ваших отношений с вашими детьми, на каком бы они уровне ни находились. Дружеские, конфликтные, близкие, далекие, теплые, холодные, сладкие или кислые, да, горькие, печальные или радостные. Понимаете? Хорошо. Что нужно, вот с чем нужно попрощаться? Вот что должно уйти по мнению высших сил? Давайте немножечко еще перетасуем. Что должно уйти по мнению высших сил? Ну, смотрите, старые отношения желательно закрыть. Боль из сердца должна уйти. Обратите внимание на свои ритмы, на свою стенокардию, тахикардию, если она есть, да, на свой пульс, на свое артериальное давление. Вот все это вам нужно закрыть. Вот с этим очень важно как можно быстрее разобраться вам. И тогда, возможно, ваши волнения будут прекращены. Поэтому, решитесь уже, например, на поход к доктору по поводу сердца. Уже решитесь на какой-то серьезный разговор, а у вас какие-то несерьезные разговоры по поводу отношений. Проясните какой-то конфликт с мужчиной, с женщиной, с сыном, с дочерью и так далее. То есть вам нужно решить вопрос, да? Вот отношений в паре, отношений между собой каком-то, да, вот это вот направление вам важно прорабатывать. Ну и прислушаться где-то к своему сердцу, к своей душе, внутреннему ребенку. Помните, что дом души это сердце, а в нашем сердце всегда живет кто? Естественно, ребенок. Да? Хорошо. Ну и смотрите, ну и с этим, понимаете, да, этот вопрос нужно решить и закрыть его, да, попрощаться. А что должно быть открыто для вас? За что стоит бороться, да? Во имя чего все это в конце концов? Ну, я вам скажу, горы, да, горы, они о высоких целях. То есть в любом случае, если вы здесь что-то теряете, то вы находите что-то большее, нежели теряете. То есть действительно здесь это для того, чтобы вы стали, во-первых, сильнее, получили некий опыт, вот он. Сила у нас, она вот здесь, вот в этих картах. А опыт, он вот здесь. То есть, альпинист, да, или умный человек, или мудреющий человек, или опытный человек, да, он преодолевает взлеты и падения. С горы можно и упасть, и желательно, чтобы при этом не разбиться, или не пойти в горы и вернуться, да, потому что очень много путешественников, да, которые альпинистов, скалолазов, да, и вообще просто тех, кто ходит в горы, не просто ходит в горы, а вообще занимается альпинизмом, они просто не возвращаются из горы, поэтому здесь стоит бороться, чтобы жить, да, потому что гора это серьезное препятствие, это препятствие стоит жизни, если альпинист, например, ошибается. Ну а мудрый человек, если делает глупости, то он как минимум не становится мудрым или мудреет не так быстро. То есть вам жизнь бросает некий вызов, преодолеть который вы обязаны, да, должны. Не люблю это слово, вы знаете, да. Вам нужно это сделать. То есть это сделает вас сильнее, несмотря на то, что вы что-то потеряете. Может быть, потеряете свое лицо, например, да, если пойдете на какой-то откровенный разговор. Может, потеряете свою гордыню. Может быть, репутацию потеряете. Может быть, деньги потеряете. Понимаете, да, вот будут какие-то потери. Но это испытание, оно все равно позволит вам стать выше. Оно вам даст, как минимум, понимание своей силы, своего ума, своего опыта, своей мудрости. Окей. То есть
вот это стоит преодолеть. Как вы это будете преодолевать? Можете поставить на паузу и написать: да, я пойду в эту гору для того, чтобы преодолеть, и для меня это то-то, то-то, то-то. Это будет вот как бы декларация вашего намерения. Окей. Давайте теперь посмотрим с вами ближайшие 10 дней, тот период, который вы загадали. Какая мечта может сбыться, о которой вы волнуетесь прямо сейчас? Вот смотрите, вы волнуетесь, и есть некая звезда, какая-то мечта. Что будет сбываться, что начнет сбываться? Загадывайте желание, настраивайтесь на себя, на свою мечту, на эту карту. И я открываю, ваша мечта сбывается. Смотрите, вы отпустите то, что должно уйти, и уйдете оттуда, откуда давно не могли уйти. То есть вы сможете освободиться от того, что вас тяготит эмоционально. То есть отпустить что-то из души, из сердца, и отпустить то место, в котором вы находитесь достаточно долго. Может уйти тот человек, который уже должен уйти. И это для вас будет как подарок. И может быть, вы сейчас не хотите, чтобы это происходило. Но со временем, вот эта карта, она о времени, ситуация и ваша жизнь покажут, что так лучше. Как ни дивно, да, по этой карте. То есть какая мечта сбудется? Вы с одного места сможете перейти на другое, при том, что очень долго не могли покинуть то насиженное место, к которому вы приросли, приклеились физически, материально, психоэмоционально, особенно психоэмоционально. То есть, если взять с точки зрения психологии, да, то есть произойдет эмоциональное проживание какой-то тяжелой ситуации или какой-то травмы или какой-то ситуации, на которая вас триггерит, на которой вы зациклены и которая вас больше не будет беспокоить и держать на месте. То есть вы спокойно отпустите то, что жрало очень много и долго и много время, и делало ваше настроение не очень хорошим. То есть настроение ваше будет улучшаться в любом случае. Это уже хорошо. Вот такая вот мечта. Вы будете просто больше улыбаться, очистив свое пространство от того, что вам уже не нужно. Да? Кто это может быть? Ну, здесь может мужчина уйти. Да, например. Ну, например, мужчина уходит с работы, или мужчина уходит из отношений, или мужчина переходит с одного участка отношений в другую какую-то фазу отношений, да, где он, например, не давит на партнершу свою, а партнерша на него. К примеру, да, происходят вот такие вот моменты. Хорошо. Давайте теперь посмотрим в ближайшее время, что станет ясным, как белый день. Что станет ясным, как белый день? Смотрите, белый день и метла, очищение. Да? Вот представьте себе, что вы выходите на площадь, которую подмели. И что вы видите на этой площади? Что прояснится? Да? Прояснятся чувства мужчины. Вот смотрите, мужчины, которые смотрят, да, мужчины, вы поймете, вы будете чувствовать, вам комфортно или некомфортно. Здесь, на работе, да, в этом месте, где вы находитесь, где вы работаете, с той женщиной или там еще с кем-то, да. То есть вы будете понимать свои чувства. Ну и женщины прояснят чувства мужчины очень скоро. То есть мужчина может открыть свое сердце, кстати. И это, как бы он там ни поступил, закрыл свое сердце или открыл, то есть он вам скажет: мне с тобой хорошо или мне с тобой плохо, я с тобой хочу, не хочу, буду, не буду, еду я в Израиль или я не еду в Израиль, да, или я вернусь, не вернусь. То есть вот он покажет свои чувства, покажет свои там когти, зубы, плавники, характер свой покажет, в общем, покажет себя, проявит, да. Окей. Ну и неплохо. И как бы останется он с вами или не останется, да, для вас это все равно будет лучше, да. То есть, что бы ни сделал мужчина, будет хорошо и для вас, и для мужчины. Окей. Хорошо. Какая информация внезапно откроется вам? Вот внезапность, а вот информация. Внезапно открытая информация. Вы знаете, здесь вообще это очень тяжелая карта. Вообще информация будет не очень и приятная, и хорошая, но она вас освободит от боли и страдания. То есть это как минимум информация, как выйти из сложной ситуации, не прекращая тратить сумасшедшие деньги,
сумасшедшее здоровье и очень долгое время. Тут у нас время уже затянулось, а это очень долго. Да? То есть вы найдете ключ для решения ситуации, как выйти из очень неприятной ситуации. И с ребенком, с детьми, с мужчиной, на работе, по любому вопросу, который вас беспокоит, с порчами всякими, это вы тоже решите. Все, прекрасно у вас получается. Смотрите, здесь метла прямо так и лежит, да? Прощаемся со всем плохим. То есть, по сути, какая информация? То есть, вы будете понимать, как вам завершить вот эту вот кармическую отработку, да? Классно? Классно. Хорошо. Ну и, например, у вас, если что-то болит, вы сможете избавиться от боли, потому что эта карта очень болезненная на самом деле. То есть где-то вы найдете какой-то эликсир исцеления и начнете выздоравливать. Что очень классная карта. Ну, ситуация, да, карта на проработку получается. Хорошо. Знаете, вот здесь комбинация очень плохая, тяжелая такая, да, вот. Расклад сам по себе нелегкий, и он для тех людей, которые, ну, на моем канале ищут не розовые расклады, а именно трансформативные. У нас заканчивается с вами год. Год — это всегда периоды, да, это цикл, то есть завершение цикла, это завершение трансформации. Давайте посмотрим, чем успокоится ваше сердце, потому что вот это отсечь, а это сердце, то есть, а все же, чем оно успокоится? Знаете, здесь страшный суд. Но вот эта колода чем прекрасна, что страшный суд здесь он просто красив, как мелодия вашей души, или как серенада вашей души, или как симфония, да, мелодия, симфония, серенада, без разницы, как вы назовете звуки вашего сердца. Чем ваше сердце успокоится, а вы избавитесь от боли и страдания и начнете петь сердцем. Всем сердцем петь вы сможете и издавать новые звуки. То есть ваше сердце будет биться по-другому. Мы с вами, кстати, я вам намекал на то, чтобы промерить там пульс, шумы сердца и так далее. То есть это что-то сердечное. И ваш дом сердца, это дом, обитель души, будет чистым. Вы очиститесь от всей скверны. Это очень крутая карта. И смотрите, видите? И эта очистка будет, видите, солнцем. Она будет энергиями Ра, энергиями руны Соло, даже вот так вот, божественными энергиями. И неважно, уйдет мужчина или появится после этого мужчина, да, то есть у всех же по-разному. Это будет, может быть, и связано с мужчиной. У вас будет все классно, вы будете танцевать и петь от счастья. Не только плакать, вы будете не только плакать от счастья, вы будете еще раз танцевать и петь. А самое главное, что ваше сердце будет звучать по-новому, то есть ваше сердце очистится от того, что его. Но знаете, вот как инструменты, которые запыляются там или порастают какой-то там оболочкой, да, труха с них сбрасывается, и они звучат по-другому, да, вот. То есть ваше сердце будет работать как отремонтированные часы, тикать и бить совершенно другими звуками, да. Ну вот, давайте посмотрим теперь, какой у вас будет подарок за преодоленные препятствия и за ваши перенесенные страдания, там, боль, тяготы судьбы, да, кармические какие-то испытания. Какой подарок в вашу жизнь идет вам за ваше благородное терпение, за вашу настойчивость, да, о которой мы говорили? Давайте смотреть. Вы знаете, башня очень тяжелая карта. Это разрушение. Но это будет все-таки очистка полная старого мира. Вот помните, я говорил про бульдозер? Нужно загнать на участок, чтобы выгрести весь мусор. То есть ваше пространство будет полностью чистое. Ваше поле будет чисто. И у меня еще такое есть ощущение, что ваши враги, именно враги, те, кто вам мешал, или те, кто вам желал зла, они получат какую-то обратку. Вот здесь у меня это пришло. Потому что здесь враги как бы они неясно проявлены,
Мы о них даже вот нигде не упоминали. Но почему-то есть такое ощущение, что избавляясь от всей скверны, видите, смотрите, метла и отсечение, вот оно запускает этот процесс. Вы, уходя, закрываете дверь в старый мир и оставляете там вообще все, и в том числе и врагу. А все камни, да, с неба, они выгребаются как бы бульдозером, и там остаются, все там остается. Поэтому, смотрите, ваша награда, она будет нематериальная. А вся лишняя материя, кирпичи, земля, деньги, вещи, даже, может быть, какие-то люди, они уйдут туда, где они должны остаться. По сути, я бы так сказал, высшим для вас, ну, как бы не, давайте так, высшей наградой для вас это понимание и осознание, что нематериальный путь своих достижений, да, или своих целей, или путь к нематериальным достижениям и целям принесет вам в будущем гораздо большее наслаждение и радость от жизни. То есть вот здесь мы теряем материю, и вот здесь мы теряем материю. Только здесь мы платим за это, а здесь мы наблюдаем результат. По сути, вы откроете в себе некую такую духовную, энергетическую, какую-то такую, энергетический духовный поток. Вот, слышите, вот он вот здесь. И это будет знанием для вас, благодаря которому вас больше не смогут купить, подцепить. Это купить и подцепить именно на маятник материальной иллюзии. То есть вы, по сути, здесь в этом раскладе дьявола нет. Он не выпал в картах нигде. Здесь только намеки на дьявола, вот эти вот карты, да. Ну вот это может карта напоминать как бы издалека. Но вы избавляетесь от этого дьявола, избавляетесь от материальной зависимости и иллюзий, да. А дьявол, он и есть архитектор иллюзорного мира или материального мира, да, нижнего мира. Хорошо, давайте посмотрим, а куда вы теперь идете? Вот вы закрыли дверь и пошли, да? А куда вы идете? В каком направлении вы идете уже или пойдете в ближайшем будущем? И к чему стоит идти? Ну, как бы какие ориентиры у вас? Куда идти? К чему идти? Ну, смотрите, здесь можно и лучше пойти любым путем. Хоть направо, хоть налево. Хоть тот путь, хоть этот путь. Да, вот видите, this way, that way. То есть этот путь, тот путь, без разницы. То есть без разницы, куда вы пойдете. Главное, чтобы вы шли своим выбранным, осознанно выбранным путем. И смотрите, это путь собственного дела. То есть другим до вас дела быть не должно. Вы можете взять с собой в будущее только близкого друга. Лучше всего, чтобы это был кот. Ну, это в этой колоде тут коты, да, понимаете. Видите, кот с вами пошел, и кот с вами и поехал, да. То есть, по сути, вы идете в свое дело. И еще раз, другим до вас никакого дела быть не должно. Вы идете в неизвестность, и куда вы пошли, и куда вы делись, никто знать не должен об этом. Услышьте это. Окей? Окей. Следующая карта. Какие чувства вам откроет мужчина в будущем? Какие чувства открывает мужчина в будущем? Мужчина открывает чувство победителя. Для мужчин эта карта говорит о победе, и мужчины будут радоваться от успеха в своем деле. Шестерка жезлов — это признание победы, признание актерской игры или руководителя. Ну, неважно, то есть чувство победителя. Да. Но с другой стороны, мужчина может признаться женщине в том, что она права, она победила. И мужчина может признаться в своих чувствах, что действительно женщина имеет власть над его сердцем ни много ни мало, потому что это все-таки лев. И мужчина может признаться, что женщина его соблазняет в сексуальном аспекте. Хорошо, хорошо. От чего вы освободитесь раз и навсегда, и никогда не будете зависеть в ближайшем будущем? Недавно на трансляции одному из зрителей, да, я сказал такую фразу: кто понял жизнь, работать тот не будет. А учитывая то, что вы идете путем своего бизнеса по колеснице, вы открываете свое дело и больше не работаете ни на кого никогда.
Ну, пусть это будет вашей мечтой, пускай это будет для вас ориентиром. А вы можете поставить на паузу и написать: для меня этот ориентир приемлемый, и я бы хотел или хотела пойти таким путем. То есть открыть свой бизнес или взять какой-нибудь хобби, превратить в свой дополнительный источник заработка, например, который станет основным и так далее. Но, тем не менее, вы избавляетесь от всего, что мешает вам развивать себя как личность, развивать свой собственный потенциал и достигать успеха, творя самостоятельно свою телему. Назло врагам и на радость вашим близким друзьям. Ваши близкие друзья сидят здесь слева от вас. Хорошо. Ваше новое чистое поле, которое вот расчищено, да, и в ней вибрируют новые мелодии вашего сердца, да, новые серенады, новые там, капеллы, да, и, ну и так далее, то есть новые звуки. Что там? Там ваша мечта, и там то, в чем вы всегда сомневались в себе. То есть там звучит ваша самооценка. В конечном итоге ваша неуверенность превращается благодаря очистке в не просто уверенность, а вам уверенность уже будет не нужна. Она превращается в знание того, что то, что вы делаете, это не работа, это есть творческое произведение искусства вашей души и вашего сердца. Ну и помните о том, что когда что-то разрушается, что-то должно быть построено на месте того, что будет разрушено. Итак, препятствия горы будут разрушены путем разрушения, путем аннигиляции того, что в вашем мире не должно быть. И что вырастет на месте того, что будет разрушено? Вырастут отношения, вырастет друг, вырастут чувства, вырастет мужчина, вырастет и женщина. И начнется настоящая дружба, в которой будут иметь место или найдется место для всего лучшего, которое замешано именно на духовном, о том, что я вам сказал, что духовный, да? Смотрите, рыба, то есть что будет, придет мир рыбы, или дом чуда, начнутся появляться настоящие чудеса. И этими чудесами будет управлять единственное чистое, светлое, божественное чувство, которое будет биться в вашем сердце, в доме вашего ребенка. Это чувство називається любов. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. І пам'ятайте, що для того, щоб досягнути того стану, який ми з вами обрали на останній карті, вам потрібно бути просто заспокоєною, врівноваженою людиною і дивитись собі, в своє серце, в свою душу, з холодним розумом і без будь-яких жодних коливань. І тоді світле та чорне обов'язково знайде своє порозуміння між собою. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і обов'язково до зустрічі. Па-па.